Всем привет, с вами Дэн, и знаете, решил сделать такую очередную, наверное, уже ежегодную подборочку топ-5 самых доступных механических часов в дайверском стиле. Ну, почему говорю про стиль? Потому что, понятно, есть профессиональные дайверские модели, есть часы, которые просто в дайверском стиле сделаны. Понятно, что сейчас это все немножко такое размытое, потому что в основном дайверские часы, даже профессиональные, их не используют для реальных погружений. Поэтому, в общем, сейчас главное именно внешний вид или дизайн. Все эти часы, про которые сегодня буду говорить, есть в продаже. Везде цена примерно до 15 тысяч рублей, по крайней мере, на момент выхода ролика. Везде надежные механизмы, и все эти часы были у меня на обзоре. Все, в общем, не являются прям хамажами или не являются явными хамажами, да? Ну и давайте, наверное, начнем с чего? Наверное, начнем мы с модели Буялов Модстер. Они вышли в прошлом году. Очень приятная модель, большое количество вариаций, разные цвета по циферблату, нержавеющая сталь 304, российский бренд, Miyota 82S0 и очень такой интересный стиль, который можно использовать не только как для дайверских часов, но и для повседневных моделей. Следующую модель, про которую хочу сказать, это Berny AM134. Они продаются только на AliExpress. Внутри стоит механизм PT5000, это клон яташки, 200 метров водозащита, сталь 316L. Дизайн, понятно, что может быть понравится не всем, но он самобытный, и это уже часы, которые не страшно с ними погружаться даже на небольшую глубину. Весьма интересная моделька, которая мне понравилась, она была на обзоре. Еще одни часы, про которые хочу сказать, которые мне понравились в этом ценовом сегменте, это North Edge Anchor на Miyota 8215, керамический безель уже идет, 100 метров водозащита и сталь 316L. Продается только на AliExpress, не всегда есть в наличии, но мне очень понравились такие, знаете, крепко сбитые часы, приятные и качественные вполне себе. Можете, конечно же, посмотреть обзор более детально. Еще одна модель может быть, немножечко такая спорная, но тем не менее, конечно, я не мог ее не включить в этот топ-5. Это Invicta Pro Diver, про которую знают, наверное, все. Здесь старый добрый механизм Seiko NH35, 200 метров водозащиты. Неплохая для своей цены отделка, но она, конечно, может быть не лучше, чем у тех моделей, про которые мы сегодня говорим. Но, с другой стороны, и бренд, наверное, самый известный у Invicta. Можно взять, кстати говоря, даже на Яндекс.Маркет эти часы. Я про них делал уже несколько обзоров, и несколько батлов было про Invicta. В общем, есть и плюсы, есть и минусы. Но, знаете, такая знаковая модель в этом ценовом сегменте, она по-прежнему выпускается, по-прежнему достаточно актуальна, поэтому вполне ее тоже можно рассмотреть. Ну и еще одни часы, которые я хочу упомянуть в ценовом сегменте до 15 тысяч рублей примерно. Это, опять же, наши старые добрые знакомые Александр Диаган. У них в этом году, в 2024, вышло обновление их модели Нептун на механике. Внутри стоит Seiko NH35, российский бренд, да, с гарантией. Можно купить на официальном сайте, можно купить на Озоне, Wildberries. И здесь тоже механизм Seiko NH35. Здесь 100 метров водозащиты, керамическая вставка на безеле. И, кстати говоря, по сравнению с предыдущей версией безеля он стал лучше. Слушайте, мне понравилась новая версия. Стала поинтересней. И также мне показалось, что несколько улучшен был стальной браслет. Их несколько вариаций. Вот это такая ярко-синяя с интересным очень таким, прям, я бы даже сказал, близко к градиенту на циферблате. Глубокий синий цвет. Есть версия в зеленом цвете, такой Халк, да, есть версия классика в черном цвете. Вот такое вот интересное обновление вышло, и эти часы тоже по-прежнему актуальны в этом ценовом сегменте. Так что, если хотите, посмотрите, конечно, более детальный обзор. Здесь в плане размеров чего-то не изменилось. И, как уже говорил, под задней крышкой Seiko NH35, надежная рабочая лошадка.
Вот такой вот топ. Пишите, какие вам модели понравились, какие бы вы, может быть, добавили в этот топ. Я все ссылки на часы оставлю в описании к ролику. На этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн. Увидимся.